thank Professor Dmitry Shestakov for Прежде his всего, мне хочется особенно поблагодарить профессора Дмитрия Шестакова for his invitation to join with you today, за его приглашение присоединиться к вам сегодня and for his generous hospitality. и за его гостеприимство. He's not only a brilliant criminologist, but has become a great friend over the many years. Он не только блестящий криминолог, но также и хороший и надежный друг все эти годы. I always have my perspective on criminology very much broadened and deepened at such meetings. Конечно же, у меня перспективы гораздо больше и шире, чем на этом собрании. And I love the opportunity to visit your historic, cultural, and beautiful city of St. Petersburg. И я очень рад тому, что у меня появилась возможность посетить историческую культурную столицу России. My subject for today is major trends in American criminology. Значит, тема моего выступления сегодня – это основные тенденции в американской криминологии. And I'll focus on three. И я прежде всего сконцентрируюсь на трех тенденциях. First is the movement towards evidence-based practice. Первая тенденция – это движение в сторону практики, основанной на научных исследованиях. And the second is the revival of critical criminology. Второе направление – это пересмотр, обзор так называемой критической криминологии. And the third major trend И третья основная тенденция is the development of alternatives to prison. – это разработка альтернатив лишению свободы. Now, criminology, particularly in the United States, has experienced a rapid expansion in the last 2 decades. В последние 2 десятилетия криминология, особенно в Соединенных Штатах Америки, переживает бум. Federal funding for crime-related research has dramatically increased in the 1990s, along with state budgets for crime prevention and intervention programs. В 90-х годах 20 века федеральное финансирование научных исследований, посвященных вопросам борьбы с преступностью, значительно увеличилось, а также увеличились расходы штатов на программы по превенции и пресечению преступлений. The American Criminology Society has, moreover, increased in membership from 1,900 researchers in the 1990s to over 3,300 in 2012. Численный состав американского криминологического общества увеличился от 1900 исследователей в 90-х годах 20 века до 3300 исследователей в 2012 году. And the field of criminology, as a result, has diversified substantially over the years, not only in theoretical paradigms and methodologies, but also in topics and issues. Область криминологии за последние годы стала гораздо более разнообразной, и не только благодаря теоретическим парадигмам и методологиям, но также и благодаря новым темам и проблемам исследования. But three recent trends stand out among this diversification. Однако среди этого разнообразия можно выделить 3 последних направления. And the first trend is the movement towards evidence-based practice, or practice programs based on research. Первое направление – это так называемая практика, основанная на результатах научного исследования. And this trend promotes the need for evaluation of criminal interventions and rehabilitation programs in order to document their effectiveness. Сторонники этого направления выступают за необходимость оценки программ уголовного вмешательства и программ для реабилитации, чтобы подтвердить их эффективность. And according to one recent criminology journal, the emergence of the evidence-based movement is arguably one of the most significant developments to occur in criminal and juvenile justice over the past 20 years in the United States. Как недавно писали в одном американском криминологическом журнале, возникновение направления, именуемого практикой, основанной на научных исследованиях, является, несомненно, одним из самых значительных достижений в уголовной и ювенальной юстиции за последние 20 лет. The main aim of this movement is to increase the scientific research of intervention and programs in order to identify the most effective
and most cost-efficient practices. Главная цель этого движения – способствовать расширению научного исследования в части, касающейся программ по пресечению преступлений и программ по реабилитации с целью определить наиболее эффективные средства, не требующие при этом больших материальных затрат. And the ideal or gold standard is experimental evaluations that randomly assign a sample of offenders to an experimental group, such as a prison training program, and a control group with no such training program, and then compare the outcomes of the two groups. Идеалом, то есть золотым стандартом, то есть наивысшим стандартом, являются экспериментальные оценки, с помощью которых на случайной основе выбирают группы правонарушителей и определяют их и в экспериментальную группу, то есть группу, состоящую из тех лиц, которые проходили подготовку по программе в тюрьме, и в контрольную группу, то есть состоящую из тех лиц, которые не проходили такой подготовки, а затем сравнивают результаты, полученные из двух групп. The underlying concern is that too many criminal justice practices are based on inconsistent and untested theories, preferences, or habits. Проблема состоит в том, что слишком большая доля практической деятельности уголовного правосудия основывается на противоречивых и непроверенных теориях, предпочтениях или обычаях. Evidence-based practice is also used to sort out policy and programs that are contested or debated by opposing factions. Практика, основанная на научных исследованиях, также применяется для того, чтобы отсортировать те программы, которые оспариваются оппозиционными фракциями. For instance, some victim advocates consider specialized counseling programs for men arrested for domestic violence to be a too lenient substitute for jailing, while some psychologists believe that such programs should be used to treat the men instead should be treated in a mental health clinic. Например, некоторые консультанты потерпевших рассматривают специальные рекомендательные программы для мужчин, арестованных за семейное насилие, мягкой заменой тюремного заключения, тогда как некоторые психологи полагают, что такие лица должны находиться на лечении в психиатрическом стационаре. The outcomes of experimental evaluation of the counseling programs might help determine what approach is most effective and should be supported. Результаты экспериментального анализа рекомендательных программ могут помочь определить, какой подход является наиболее эффективным и нуждается в поддержке. The evidence-based practice movement is also fueled in part by the financial constraints facing government agencies. Practica, основанная на научных исследованиях, частично помогает государству сэкономить бюджетные средства. Costs can be reduced if funding is granted only to interventions and programs that demonstrate their effectiveness in experimental evaluations. Расходы государства могут быть сокращены, если финансирование будет направлено только на пресечение преступлений, а также программы, которые демонстрируют свою эффективность при проведении научного исследования. For these reasons, there is a new wave of criminologists devoted to experimental evaluations. По этим причинам в Соединенных Штатах Америки появляется новая волна криминологов, чьи работы посвящены экспериментальному анализу. They have recently established an experimental criminology division of the American Society of Criminology, along with their own journals. Недавно они основали отделение экспериментальной криминологии в Американском криминологическом обществе, а также основали свой собственный журнал. Moreover, both federal and state legislatures increasingly draw on research institutes of these criminologists conducting experimental evaluations to determine what criminal justice programs warrant government funding. Более того, законодательные органы, как федеральные, так и штатов, в значительной степени опираются на результаты деятельности научно-исследовательских институтов, занимающихся экспериментальным анализом, с целью определить, какие программы уголовного правосудия нуждаются в государственном финансировании. As a result, professional associations of police, probation officers,
prison staff, and so on, are being trained in what is considered to be evidence-based practice. That is, practices and programs supported by experimental evaluations. В результате профессиональные ассоциации полицейских, сотрудников службы пробации, уголовно-исполнительной системы и так далее проходят подготовку на то, что именуется практикой, основанной на научных исследованиях, то есть на той деятельности и программах, эффективность которых подтверждается экспериментальными оценками. So, not surprisingly, the popularity of evidence-based practice has met with controversy and objections. Неудивительно, что популярность практики, основанной на научных исследованиях, сталкивается подчас с неодобрением и возражением. Some criminologists, such as the past president of the American Society of Criminology, Robert Sampson, claim that experimental evaluations are not the gold standard and promote instead a plurality or variety of research methods tailored to the issues. Некоторые криминологи, в частности, бывший президент Американского криминологического общества Роберт Сампсон, утверждает, что экспериментальные оценки – это не золотой, наивысший стандарт, и предлагает вместо этого множество научных методов, связанных с решением спорных вопросов. The biggest issue facing experimental evaluation is the difficulty in conducting them. Самая большая сложность, с которой сталкивается данное научное исследование, это сложность его проведения. For instance, trying to randomly assign subjects to different kinds of probation or jailing raises objections from defendants' lawyers and from victims as well. Например, попытки путем случайной выборки определить лиц в различные органы пробации или тюрьмы вызывают возражения как со стороны адвокатов подсудимых, так и со стороны самих потерпевших. Additionally, low compliance to the random assignment to different groups or options is a problem. Offenders are likely to drop out of a treatment program and undermine the experiment. Кроме того, низкая степень подчинения случайному определению в разные группы является проблемой, поскольку правонарушители чаще всего выбывают из группы испытуемых и тем самым подрывают эксперимент. One additional issue is that the interventions of police, the courts, probation, or prisons involve much more complexity than experimental evaluations can capture. Еще одна дополнительная проблема заключается в том, что вмешательство полиции, судов, органов пробации или тюрем является гораздо более сложным, чем проведение научного исследования. And too often, evaluation findings are used as a final verdict on an intervention or program without practical input and interpretation from practitioners. И очень часто данные, полученные в ходе анализа, используются как окончательный вердикт вмешательству или программе без реального участия или комментария практического работника. The result is that there are increasing practitioner-initiated evaluations with multiple methods to help improve programs and counter the misuses of a narrow sense of evidence-based practice. Результаты анализа должны быть интерпретированы в свете изменяющихся условий программы или изменений в самой программе. В результате появляется все больше предложенных практическими работниками оценок наряду со множеством методов, позволяющих усовершенствовать программы и противостоять неправильному применению практики, основанной на научных исследованиях в узком смысле. The second major trend is the revival of critical criminology. Следующая основная тенденция – это обзор критической криминологии. Извините, не обзор, а возрождение критической криминологии, наверное, так лучше перевести. How's everyone doing out there? Okay. Занимается этим? It is distinguished by a concern for social justice and social change. Критическая криминология обеспокоена вопросами, связанными с социальной справедливостью и социальными преобразованиями. It encompasses a variety of perspectives that range from feminism to postmodernism, and methods that include qualitative and quantitative data collection, as well as discourse analysis and deconstruction of texts.
Критическая криминология включает в себя множество разнообразных перспектив, начиная от феминизма и до постмодернизма, а также множество методов, которые, в свою очередь, содержат целую коллекцию количественных и качественных данных. As one summary of critical criminology says, the unequal distribution of power and material resources with contemporary societies provides a point of departure for all strains of critical criminology. Как указывается в одном резюме, неравное распределение властных полномочий и материальных ресурсов в современных обществах является отправной точкой для всех направлений критической криминологии. Знак вопроса. In other words, the commonality within critical criminology is that a crucial, if not ultimate source of crime, is social hierarchies and the inequalities that result from them. Другими словами, общим в критической криминологии является то, что решающим, критическим, если не основным источником преступности являются социальные иерархии и неравенства, которые они порождают. The underlying issues of inequality and corporative greed need to be exposed and challenged rather than continuing with merely the attempted control of deviant and criminal behavior. Лежащие в основе проблемы неравенства должны быть подняты и разрешены. Одних попыток простого контроля за преступниками недостаточно. A separate division or section of critical criminology has been established within the American Society of Criminology, along with its own journals and textbooks. Самостоятельное подразделение или секция критической криминологии была основана в Американском криминологическом обществе наряду со своими печатными изданиями, журналами и учебниками. Also, the president-elect of the American Society of Criminology, Joanne Belknap, is a feminist criminologist and a member of this critical criminology division. Более того, избранный президент Американского криминологического общества Джоанна Белкнап является криминологом-феминистом и членом секции критической криминологии общества. Interestingly, critical criminology essentially counters the narrow positivism underlying evidence-based practice. That is, the over-reliance on the data of individual outcomes, devoid of the broader context of interventions and impacts of social inequality. Примечательно, что критическая криминология существенно противостоит узкому позитивизму, составляющему фундамент практики, основанной на научных исследованиях, то есть сверхнадежда на данные отдельных результатов в отрыве от более широкого контекста, то есть влияния социального неравенства. As a recently published textbook explains, critical criminologists reject punitive approaches that view crime as a manifestation of individual deviance. Как объясняют авторы недавно опубликованного учебника, критические криминологи отвергают карательные подходы, рассматривающие преступность как проявление индивидуальной девиантности. And in contrast, much of evidence-based practice focuses on testing the effect of punitive approaches on lessening individual deviance. В действительности практика, основанная на научных исследованиях, в значительной степени фокусирует внимание на проверке того, как карательные подходы влияют на уменьшение девиантности. The main objections to this trend arise from the general public's fear of violent crime. В основе возражений против этой тенденции лежит страх общества перед насильственными преступлениями. There is an outright resistance against what could be considered a liberal approach to crime policies and practices. Налицо открытое сопротивление общества тому, что может рассматриваться как либеральный подход к борьбе с преступностью. And this resistance is related in part to a cultural ideal in the United States of individual responsibility or individualism, in which the criminal is considered to be the main cause of his or her crime and not some external social factor. Это сопротивление частично связано с так называемым индивидуализмом, в котором именно преступник, а не какой-то внешний фактор, главная причина совершенного им преступления. For instance, the politically feasible response to limit criminals' access to guns and put more offenders in jail rather than address the poverty, low education, and unemployment associated with gang violence and shootings. Например, политически выполнимый ответ – ограничить
ограничить доступ преступников к оружию и заключить больше правонарушителей в тюрьму, чем обратить внимание на бедность, некачественное образование и безработицу, что в свою очередь может привести к групповому насилию и убийствам. Now, the third trend is the development of alternatives to prison. Третья тенденция – это разработка альтернатив лишению свободы. Probably the greatest challenge facing the criminal justice system in the United States is the growing prison population and the cost associated with it. Вероятно, самая большая проблема, с которой сталкивается система уголовного правосудия в США, это возрастающее количество заключенных и связанные с этим расходы. There are over 2 million men and women in prison. Women comprise less than 10% of the prisoners. В настоящее время в США количество заключенных превышает 2 миллиона человек, причем женщины составляют менее 10% заключенных. This represents the highest number of prisoners and incarceration rate in the world. Это самое большое в мире число заключенных и самый высокий уровень тюремного заключения. For instance, 716 per 100,000 in the U.S. versus 500 per 100,000 in Russia. Итак, в Соединенных Штатах Америки 716 заключенных на 100 тысяч человек, в России 502 заключенных на 100 тысяч человек. The U.S. prison population has, in fact, increased 700% since the 1970s. Начиная с 70-х годов 20 века число заключенных в США увеличилось на 700%. Nearly 700,000 are released each year, and as many or more are newly admitted to prisons. Ежегодно около 700 тысяч заключенных освобождаются из тюрьмы, и столько же или даже больше становятся заключенными. Over 1/3 of those released are returned to prison within 3 years. Более 1/3 освободившихся из мест лишения свободы возвращаются в тюрьму в течение 3 лет. The increase in the number of prisoners and the cost of prison is related to a number of legal and supervision issues. Увеличение числа заключенных и расходы на их содержание связаны с рядом правовых и иных проблем. In response to a public plea to get tough on crime, states established mandatory prison sentences for illegal drugs and gun-related crimes in the 1990s. В ответ на призыв общества решительно взяться за преступность в 90-х годах 20 века законы штатов установили обязательное наказание в виде лишения свободы за наркопреступления, а также преступления, связанные с незаконным применением оружия. And those policies have put more individuals in prison for a longer time. В результате проведения такой политики большее количество лиц было заключено в тюрьму и на более длительные сроки. The cost of prisons are simply no longer tenable amid state and federal budget cutbacks. В настоящее время в США расходы на тюрьмы вряд ли являются разумными на фоне сокращения федерального бюджета и бюджета штатов. Therefore, states are introducing a variety of ways to reduce prison populations while trying to maintain public safety. Поэтому штаты предлагают множество способов сократить число заключенных и одновременно обеспечить безопасность общества. Several states have reduced mandatory sentencing as a way to lower their prison populations, and others are implementing early release for those already in prison. В частности, некоторые штаты смягчили обязательное наказание как способ сокращения числа заключенных. В других же штатах практикуется досрочное освобождение заключенных. The most widespread step has been the development of re-entry programs. That is, special training within the prison that prepares prisoners for the release in an effort to reduce the high recidivism rate of released prisoners. Самым распространенным решением данной проблемы является разработка программ по реабилитации в тюрьме, то есть специальная тюремная подготовка заключенных к освобождению, целью которой является снижение высокого уровня рецидива преступлений, совершаемых лицами, освободившимися из мест лишения свободы.
Another intervention has been to expand what is referred to as community correction. Суть другой инновации состоит в том, чтобы расширить так называемые коррективы общества. More programs are being developed to supervise, contain, and treat offenders outside of prison. В настоящее время в США разрабатывается больше программ по контролю, содержанию и обращению с правонарушителями вне тюрьмы. One example of this is the emergence of drug courts that require offenders with drug and alcohol-related crimes to attend treatment programs for their addictions instead of going to jail. Одним из примеров тому служит появление так называемых наркосудов, которые выносят решения, в соответствии с которыми преступники, совершившие преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, проходят программу лечения от наркозависимости вместо лишения свободы. Other efforts include, one, mental health courts for those offenders with psychological problems. Two, intensified case management and probation supervision for potentially violent offenders. And three, halfway houses in the community instead of prison. Другие попытки включают в себя следующее. Первое. Учреждение судов для душевнобольных. Второе. Наблюдение со стороны органов пробации за лицами, способными совершить насильственные преступления. И третье. Частичные тюрьмы, то есть промежуточные звенья между тюрьмой и свободой, когда лица находятся ночью в тюрьме, а днем на свободе. All of this has opened a new arena for criminologists. Все это открыло новое научное пространство для криминологов. A current line of research is examining the effectiveness of prison alternatives, but with more complexity than the experimental evaluations associated with evidence-based practice. Современное направление исследования включает в себя изучение того, насколько эффективно действуют альтернативы лишению свободы, и это является более сложным, чем экспериментальный анализ в рамках практики, основанной на научных исследованиях. There is also increased attention to the characteristic of offenders who are most likely to succeed or fail in such non-prison programs. Налицо также повышенный интерес к тем личностным особенностям правонарушителей, которые, по всей вероятности, успешно выполнят или, наоборот, провалят эти программы. This has led to the development of risk assessment instruments designed to identify the offenders most appropriate for these alternative programs. Это обусловило выработку средств по оценке степени риска, направленных на выявление правонарушителей, которые являются наиболее подходящими для участия в альтернативных программах. The larger challenge is to ensure public safety to the extent that the public will support these community-based programs. Более важной проблемой здесь является обеспечение общественной безопасности в такой мере, чтобы общество поддерживало программы, нацеленные на исправление преступников именно в обществе, а не в тюрьме. So public education and attitudinal surveys are therefore an additional part of the effort to establish alternatives to prison. Народное образование и относящиеся к делу соответствующие проверки дополняют попытки найти альтернативы лишению свободы. And lastly, a few words on the prospect of an integrated approach. И, наконец, несколько слов об интегрированном подходе. These trends appear to be conflicting or at best parallel paths. Вышеуказанные тенденции идут в разные стороны, в лучшем случае параллельно. There is, however, some sense that they can complement one another. Однако смысл здесь и состоит в том, что они могут дополнить друг друга. An integration of these trends may in fact offer a fuller picture of programmatic interventions and policy recommendations. Объединение этих направлений может дать более полную картину программных вмешательств и рекомендаций. In my most recent book, The Future of Batterer Programs, Reassessing Evidence-Based Practice, I've attempted to bring together the elements of these trends to analyze and develop interventions for men arrested for domestic violence, specifically what are termed in the United States batterer programs.
Значит, профессор Эдвард Гондолф говорит о том, что в его книге «Будущее программ для мужчин, наносивших побои своим женам», двоеточие, переоценка практики, основанной на научных исследованиях, так называется его труд, и предпринята попытка соединить элементы всех направлений в единое целое, чтобы проанализировать и разработать программы вмешательства для мужчин, арестованных за семейное насилие. These batterer programs are community-based programs that offer weekly group counseling sessions instead of jail time. Эти разработанные обществом, а не государством программы предлагают еженедельные групповые совещания вместо лишения свободы. The batterer programs therefore represent an alternative to costly and crowded prisons. Таким образом, эти программы представляют собой альтернативу дорогостоящим и переполненным тюрьмам. Victims' advocates, however, are rightly concerned about the effectiveness of batterer programs in stopping violence against women. Однако консультанты потерпевших, я не оговариваюсь, не защитники, а консультанты, правомерно обеспокоены тем, насколько эффективными такие программы оказываются в борьбе с насилием в отношении женщин. Judges and legislators are also reluctant to refer offenders to such programs without some evidence that the programs are effective. И судьи, и законодатели также неохотно отсылают правонарушителей к таким программам, не имея доказательств того, что программы эффективно срабатывают. 5 experimental evaluations of batterer programs have shown little effect in reducing recidivism. 5 экспериментальных оценок, предусмотренных программами для мужчин, наносивших побои своим женам, почти не дали результата в части, касающейся уменьшения рецидива. But a closer examination of these evaluations reveals a variety of implementation problems discussed previously. Но более детальное изучение этих оценок обнаруживает разнообразные проблемы, требующие решения и о которых было сказано ранее. On the other hand, more complex statistical modeling in multiple site studies, that is, studies in 4 different cities being conducted at the same time, shows at least a moderate effect of batterer programs. С другой стороны, более сложное статистическое моделирование в 2 мультицентровых исследованиях показывает по меньшей мере средний результат после прохождения испытуемыми программ для мужчин, наносивших побои своим женам. These studies, which we conducted with non-experimental samples, were able to avoid the implementation problems of experimental evaluations and also account for the influence of the context of the program. Эти исследования, которые мы проводили с неэкспериментальными образцами, позволили избежать проблем, связанных с их внедрением, а также объяснить влияние условий, например, надзор суда за прохождением правонарушительных программ и направление их на дополнительное психологическое лечение или лечение от алкоголизма. For example, the court's oversight of the offenders, compliance to the batterers programs, and referral to supplemental alcohol and psychological treatment. Also, the need for ongoing risk assessment and risk management was evident from these studies, as with alternatives to prison in general. Также необходимость оценки постоянного риска и умение справляться с риском стала очевидной в ходе проведения данных исследований, как и в случае с альтернативами лишению свободы. Finally, critical criminologists interpret domestic violence, at least in part, as an issue of social justice. Наконец, критические криминологи толкуют семейное насилие по меньшей мере частично, как вопрос социальной справедливости. The disproportionate violence of men towards women, in their view, is a manifestation of the inequality of the power and status of women. Диспропорциональное насилие в отношении женщин, по их мнению, это проявление неравного социального статуса женщины. While not sufficient in itself, batterers programs can help in addressing the social injustice and power imbalance represented in domestic violence. Не
являясь самодостаточными, программы для мужчин, наносивших побои своим женам, могут все же помочь при решении проблем социальной несправедливости и дисбаланса полномочий, отражающихся в семейном насилии. Batterer programs at least signal to the public that there are consequences for domestic violence and that offenders can and must change. Итак, программы для мужчин, наносивших побои своим женам, по крайней мере, дают сигнал обществу о том, что существуют последствия семейного насилия и что обидчики могут и должны изменить свое поведение. And these programs have also helped to promote institutional change within the criminal justice system and in attitudes towards violence in the community. Эти программы также способствуют изменениям как в системе уголовного правосудия, так и в отношении общества к насилию. This is at least a step toward the social change that critical criminologists promote. Это, по крайней мере, один шаг к тем социальным преобразованиям, которые предлагает критическая криминология. So in this example, we have elements of evidence-based practice and critical criminology contributing to the development of a much-needed alternative to prison. Таким образом, на этом примере можно увидеть элементы и практики, основанной на научных исследованиях, и критической криминологии, способствующей поиску остро необходимых альтернатив лишению свободы. The major trends could therefore ultimately enrich the conception and research in the field at large, or at least in some aspects of it. Вышеуказанные основные направления могут в конечном счете обогатить концепцию и научные исследования данной области в целом или, по крайней мере, некоторые ее аспекты. Thank you very much for your interest and thank you. Спасибо за